Буквально несколько минут назад поступили печальные новости из Московского театра Моссовета. Сегодня на сцене Академического театра отмечала свой 80-летний юбилей известная актриса, народная артистка России Маргарита Борисовна Терехова, сыгравшая роль Миледи в легендарном советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». По словам родных Маргариты Борисовны, артистка уже долгое время страдает болезнью Альцгеймера, однако в последнюю неделю у Маргариты Тереховой появилось улучшение в состоянии здоровья, и она захотела отметить этот праздник на сцене родного театра. Однако спустя уже несколько минут после начала творческого вечера известная актриса не справилась с волнением и переполнявшими ее эмоциями и буквально рухнула на сцену Большого Академического театра. Врачи и родные актрисы заявляют, что Маргарита Борисовна является гипотоником, и обморок произошел в результате сильной жары и стрессовой ситуации. К сожалению, при падении артистка сильно ударилась головой и была госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Российские зрители продолжают восхищаться фильмами, где блистала Маргарита Терехова, но сама она в последние годы долго не появлялась на публике и не участвовала в съемках из-за страшного заболевания болезни Альцгеймера. Родственники стараются обеспечить актрисе достойный уход, хотя прогнозы врачей звучат неутешительно. Маргарита Борисовна – одна из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Зрители помнят ее в роли Миледи Винтер в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», графини Дианы де Бельфор в «Собаке на сене» и, конечно же, в образах сразу двух женщин, супруги и матери, в «Зеркале» Тарковского. Тонкие черты лица и глубокий взгляд Тереховой никого не оставляли равнодушным. Но сегодня единственный человек, которого артистка всегда узнает, это внучка Вера. Близкие считают это настоящим чудом, ведь Маргарита Борисовна едва ли может вспомнить дочь и родного сына.